могло бы нам сегодня принести пользу. И будем пробовать выстраивать обычный свет в обычной комнате. Моя задача показать вам сегодня, как можно выстроить свет, как можно настроить свет в комнате, как у меня. И у меня белые стены, и у меня сейчас темнеет за окном, и у меня сейчас фронтальная камера iPhone. То есть это прямой эфир, мы будем делать с вами эволюцию света. Чаще всего мы начинаем выходить в эфир или снимать видео, когда у нас вот такой свет, просто дневной, больше ничего нет. Затем у нас появляются вот такие помощники, давайте сейчас посмотрим, как они работают. То есть мы просто возьмем, мы думаем, что мы сейчас купим такую штуку, включим ее, и у нас появится профессиональное освещение. Но проблема этого света заключается в том, что у этого света есть тени, и чтобы их избежать, нам придется поставить нашу с вами конструкцию как-нибудь так напротив нас. Ну, например, где-то вот так. И вот так мы тоже думаем, что вот вроде бы как бы мы света избежали, но в этот момент мы выглядим достаточно неестественно. Все, что мы можем сделать, это уменьшить немножечко, ну или совсем уменьшить немножечко яркость нашего освещения. Вот видите, еще проблема заключается в том, что постоянно отходит провод, который включается в этот светильник. То есть я могу уменьшить максимально освещение, чтобы не вылезли у меня глаза. Вот так максимум света, а вот так минимум. То есть кольцо не решает вопрос более-менее нормального освещения. Даже если мы меняем температуру свечения, вот плюс-минус мы можем вот так выставить свет и на этом остановиться. Что же делать еще? Ну и вот здесь нам на помощь придут дополнительные источники освещения. Во-первых, нам нужно сделать так, чтобы в комнате не было дневного света. Давайте я вам сейчас покажу, что у меня происходит за окном, чтобы вы поняли, что да, за окном уже вечереет. И дальше мы начнем потихоньку разбираться со светом, что происходит и почему. Что такое? Ага, вот так. То есть за окном у меня сейчас вечер. Вы видите, сейчас рядом у меня стоит штатив, то есть у меня уже приготовлено и дополнительное освещение, но чтобы этот свет дневной нам вообще не мешал сегодня, мы его сейчас закроем. Мы будем выстраивать свет в темной комнате. У меня есть для этого темная, плотная, непроницаемая занавеска. Вы, возможно, даже ее немножечко видите. То есть она у нас находится вот здесь. Да? Но нужно сделать так, чтобы она не попадала в кадр. Поэтому мы немножечко смещаемся сейчас на меня и отъезжаем вот таким образом, чтобы у нас ничего лишнего в кадр не попадало. Супер! Теперь у нас есть в кадре вот такой светильник. Давайте я вам его покажу. Он тоже сегодня будет принимать участие в нашем спектакле. Это светильник на гнущиеся ножки, на прищепке. Вы его можете размещать где угодно. Я часто тоже его с собой беру, чтобы не брать вот с собой вот это вот кольцо. Как он работает? Очень просто. Вы включаете его, и вот у вас уже два источника света. Один из них вы можете разместить сзади себя. Давайте так и сделаем. Я размещу его сейчас вот здесь, и он будет светить вот так. Угу, супер. Картинка стала уже немножечко наряднее, можно так сказать, да, то есть сзади появился какой-то свет, и у меня появился вот этот вот контур. Если я его выключу, то контур пропадает, и картинка становится не очень. Но у нас еще один светильник есть, вот этот светильник, который мы можем тоже включить, и у нас появится вот такой освещение. То есть сейчас у нас уже сзади два источника света. Картинка стала объемнее, но на фоне этого, так как камера автоматически выбирает яркость, я стал тусклее. Вот посмотрите, вот так я яркий, а так я стал тусклее. Значит, нам нужен еще один источник света. Или нужно увеличивать мощность нашего светильника, который стоит здесь. Вот, допустим, давайте его на плюс совсем еще больше сделаем. Вот, так уже становится интереснее. Я начинаю проявляться, появляется какой-то контраст. Но в этот момент очень ярко, не совсем то, что мне бы хотелось. И для того, чтобы еще усилить эффект интересного такого объема или добавить красок, я приобрел RGB прожектор, который может менять цвета. Выглядит он абсолютно примитивно. Это вот такая вот штука, у которой есть светодиодная кластер такой, и вы можете его включить с пульта. И этим прожектором вы можете залить любым совершенно цветом ваше пространство сзади. То есть давайте мы так и сделаем. Мы выберем какой-либо цвет, допустим, пусть это будет красный или зеленый, или же мне нравится вот этот вот синий. И теперь у нас с вами есть вот такая вот картина. Главное, чтобы тень, видите, вот тень
вот этой вот спинки стула моего не попадало. Нужно ее как-то будет убрать. Как-то его отставить так, чтобы спинка моего стула не попадала. У нас с вами теперь есть прожектор синий. У нас залило все синим цветом. И наша задача сделать так, чтобы наше лицо было более-менее нормальным. То есть смотрите, еще раз, что мы используем. Начали мы вот с такого светового кольца. Вот оно сейчас светит на меня. Мы поставили его почти за телефоном. Затем мы включили вот этот светильник. Вот видите, как без него не очень. Мы включили вот этот светильник. Мы добавили синий прожектор вот такой, который освещает наш фон сзади. Но нужно сделать так, чтобы не было тени, которая возникает у меня вот здесь на стене. И теперь еще мы добавим вот этот прожектор, который находится у меня вот здесь. Давайте я вам его покажу. Он у меня снимается. Я могу вам сейчас его продемонстрировать. Это тоже светодиодный прожектор, который позволяет мне, только он немножечко доработанный, он позволяет мне засвечивать себя, заливать. Вот такая вот штука. Почему? Вот эта вот коробка, это его коробка. То есть он в нем лежал. Да? Но мне не понравилось то, что он светит вокруг. Поэтому я разорвал эту коробку и сделал вот такие шторки, которые закрывают его действие со всех сторон. Таким образом, он не освечивает комнату. То есть он не освещает эту комнату, и комната при этом может оставаться относительно темной. Что хорошо, потому что я хочу выделять только себя. Я этот прожектор закрепляю сейчас на штативе, который находится около меня. Подключаю его к его блоку питания. И сейчас мы посмотрим, что получится у нас. Напоминаю, это прямой эфир. Я в прямом эфире пытаюсь выстроить цвет у себя. Кстати, напишите в комментариях, как сейчас меня слышно. Я сейчас включаю его питание. Поворачиваю на себя, и вот у меня уже вот такая картина. Нужно его только немножечко наклонить, потому что он у меня стоит на штативе, на обычном штативе. А вот этот светильник мы сейчас уберем отсюда. То есть мы вот этот светильник отворачиваем от меня. Зачем он здесь нужен? Не нужен совсем. Но мне бы хотелось, чтобы этот светильник продолжал выполнять какую-то полезную функцию. Поэтому я его сейчас... благо он на гнущейся ножке, я его сейчас поставлю по-прежнему у себя вот здесь на столе. Он у меня к столу крепится, стол у меня круглый. Я его поставлю на столе и его отодвину максимально назад, уберу из-за кадра, чтобы он мне светил вот сюда, понимаете? Вот так. Вот так. Напишите в комментариях, его сейчас видно? Его сейчас видно в кадре, или видно просто его вот это вот зарево, которое вот здесь, да? Но вот смотрите, если я его закрываю, лицо становится темным. Давайте я подсвечу чуть-чуть лицо. Сейчас адаптируется камера немножечко, сделаю ее поменьше. Так, секунду, смотрим. Ага. Вот у нас вот такая штука. У нас появился свет вот здесь. И добавляем света с другой стороны. Увеличиваем его побольше. Так, сейчас должен выровняться свет. Этот блеск айфоновский. Как же он мне не нравится. Нужно будет сделать то же самое. Выйти в эфир с Samsung. Samsung Galaxy S9 Plus. Посмотрим, какая будет разница в освещении. Потому что посмотрите, что я сейчас вижу на экране. То, что у меня очень какое-то плоское лицо. Вот я как бы сижу в тени, появляюсь на свет. И вот прям квадратный, так срез такой. Да? То есть нужно здесь немножечко good. Софтбоксом, конечно же, нужно софтбокс. Не знал возможности Samsung настраивать фокус в камере. Ага, спасибо большое. Да, действительно, Samsung. Быстренько расскажу про Samsung. Сегодня вышло видео, где я показываю, как Samsung может фокус камеры регулировать. Дело в том, что компания Samsung подарила эту прошивку всем собственникам Samsung S9, S9 Plus, а эта прошивочка, эта возможность была раньше на Samsung Galaxy S7, потом ее убрали у собственников Samsung 8, Samsung 9, и когда появился Samsung 10, тогда они вернули эту настройку. Да, действительно, можно прикрыть немножечко тряпочкой софтбокс, чтобы он не был таким напрямую прям ярким. Я сейчас чуть-чуть добавлю света, но все-таки, поверьте мне, если бы я сейчас был в эфире с Samsung, у меня была совершенно бы другая картинка, не такая бы ровная, квадратные такие тени бы выступали, как на поп-арт, по-моему, есть такое вид творчества. Ну, вот так как-то, да? Так вот, смотрите, у нас с вами получилась вот такая картина интересная. То есть у нас есть свет, да, как-то вот так. Мне не нравится.
У нас есть фон, у нас есть вот такие источники света тоже классные. И у нас есть вот такой светильник, друг на лапе гнущийся, который позволяет мне, будучи за кадром, сделать вот такую красоту. Видите? Можно так, а можно так. И мне это очень нравится. Плюс он поворачивается. И я могу эту красоту регулировать. Я могу ее отворачивать вот так, чтобы сзади было темно. Он светит только вперед. И находясь в этом свете софитов, я могу проводить прекрасные эфиры. Вот такие эксперименты я хотел сегодня провести, показать, как это все работает. Если хотите, покажу сейчас мгновенно, как это все выключается и как это все не работает. Первое, что мы делаем, открываем окно, там уже почти стемнело. Выключаем свет раз, выключаем свет два, выключаем светильник синий. Это, кстати, тоже ничего. Выключаем синий светильник 3, выключаем боковой светильник 4. И у нас остается ужасный свет вот этого фонаря. Его тоже выключаем. 5. Ну, и вот что у нас осталось в сухом остатке. Вот так можно взять и буквально за 5 включений. Раз. Ужас какой. 2. Включить, пожалуйста, не подводи меня. Уже лучше. 3. 4. Ой, красота вообще началась. Закрываем штору плотную и включаем синенький свет. А так вот. Можно, может быть, зелененький такой даже лучше. Ах, еще лучше. Зелень какая. Может быть, и красненький тогда подойдет. Ну, ужас-то какой. Совершенный ужас просто. Или оранжевенький. Ну нет, мне кажется, синенький мне нравится больше всего. Как вам? Напишите в комментариях, какой цвет вам больше нравится. Так вот, включив 5 таких штук, еще если немножечко побольше рассеять вот этот наш светильник и закрыть его шторками непроницаемыми как-нибудь, то будет ну вообще просто супер. А я раньше думал, что хватит только вот такого светового кольца. Как же я ошибался, наверняка, как многие из нас. На этом все. Мой эксперимент закончен. Обязательно поделюсь этим видео со своими воспитанниками, которые тоже хотели бы снимать видео, но не знают, что придумать, чтобы было хорошо. С вами был Артем Пономаренко. Впереди куча много интересных видео про то, как снимать видео на телефон, про то, как говорить на камеру, про то, как работать со своей аудиторией, про то, как проводить прямые эфиры, про то, как брать интервью. Кстати, скоро выйдет интервью, одно из интервью с Юрием Бошниковым, который помогал мне разобраться и с моим YouTube-каналом. А также, который живет несколько лет на Бали, зимует на Бали и работает удаленно, получая доход больше $5000 в месяц. Только на рекламу он тратит $7000. Так что следите за каналом, скоро будет интервью с ним. Мы вышли с ним утром прогуляться. Все, друзья, пока. Классный был эфир, спасибо, что смотрели. С вами был Артем Пономаренко. Увидимся. До скорого.